Приветствую, друзья! Наступление русской армии по всей линии фронта особо не прекращается ни на минуту, и можно заметить, где были за последние сутки продвижения русской армии, и с многих укрепрайонов натовские наемники были вынуждены бежать. Ну и также можно заметить, что фактически село Катериновка и окрестности сейчас эта вся местность попала в котел фактически русской армии вместе с натовскими, естественно, наемниками. И сейчас там около 500 по нашим данным, уже персонажи все-таки выйти оттуда уже не смогут от слова совсем, потому что изначально натовская пропаганда рассказывала, что нет, не переживайте, оставайтесь, все хорошо, но, знаете, что-то пошло не так, и в конечном итоге те натовские наемники, которые не успели сбежать с Катериновки и окрестностей и поверили натовской пропаганде, то в конечном итоге у них теперь есть уникальная возможность сдаться в плен русской армии и таким образом сохранить жизнь. Других вариантов особо нет. При этом стенки данного котла очень и очень прочные, и там уже смогла закрепиться русская армия. Если раньше там просто все выходы из этого котла очень хорошо простреливались, то теперь выйти оттуда уже просто нереально. И, кстати, натовские наемники также это признают. Теперь уже, когда, собственно, поезд уже, как говорится, ушел. И, конечно же, сейчас по всей линии фронта очень активно работают наши операторы дронов «Камикадзе». И можно заметить на кадрах, как, собственно, работают специалисты вот Рубикона. И действительно, очень и очень много целей различных уничтожается. И это касается и пикапов, и танков, и различных там РЛС, и систем связи и так далее. Ну и, конечно же, обычных натовских наемников. Ну а пока в Пентагоне думают, куда же направится русская армия для того, чтобы, собственно, полностью обрушить натовской ЧВК ВСУ в Покровске, который постепенно уже превращается в Красноармейск, мы, конечно, видим ситуацию, при которой денацификация проходит на практике. И тут различные колумбийские наемники, можно сказать, завсегдатаи этой рубрики. И действительно, эти все персонажи поедут домой в гробах. Это то, что, знаете, верхушка айсберга, то, что мы видим в социальных сетях. Но в реальности таких персонажей, конечно, значительно больше. При этом ВКС РФ продолжает работать авиабомбами с модулями коррекции и планирования, причем очень даже результативно, и на кадрах можно заметить, в принципе, как это происходит. Но это, конечно же, далеко не все, потому что ВКС РФ крайне много сегодня работали по объектам натовской ЧВК ВСУ далеко в глубине натовского недорейха. И можно заметить на кадрах, что даже в Одесской области были очень серьезные прилеты, причем не простые, а конкретно били по газотранспортной системе натовского недорейха, по которой, как оказалось, закачивался азербайджанский газ в хранилище газа в недорейхе, потому что подземные хранилища газа там достаточно обширные после Советского Союза остались. Ну и, собственно, Алиев, как мы знаем, недавно уже вскрылся и заявил, что он полностью поддерживает блок НАТО и, естественно, натовскую ЧВК ВСУ и режим Зеленского и так далее. Ну и, конечно же, сейчас начали вот через Румынию, через Молдову закачивать газ к режиму Зеленского. И, естественно, сейчас вся эта история просто накрылась медным тазом. Кстати, нужно добавить, что на территории Недорейха Зеленского, с учетом газовых хранилищ больших со времен Советского Союза, там хранили газ такие страны, как Румыния, Польша, ну и, собственно, Молдова даже этим грешила. И таким образом сейчас мы видим, что вчера фактически в Молдове арестовали и дали 7 лет тюрьмы. В конечном итоге представителю Гагаузии, региона Молдовы, который вел пророссийскую риторику и, естественно, выступал за мир, собственно, с Российской Федерацией и нормальные отношения. Это Евгения Гуцул, и конкретно сейчас режим Майи Санду дал этому политику 7 лет тюрьмы. И, конечно же, будет апелляционный суд, но по факту уже симптомы очевидны. В Молдове просто максимально ликвидируют вообще все, что связано с Российской Федерацией и всех политиков, которые имеют пророссийскую риторику. Посему можно предположить, что удар ВКС РФ, он был многогранный и, естественно, преследовал сразу много задач, потому что таким образом, когда разрушена газотранспортная система, которая качала газ в обе стороны на территорию Молдовы, Румынии и так далее, то, очевидно, очень большой объем газа застрял в газовых хранилищах на территории Недорейха. И таким образом сейчас у Молдовы, Румынии и
других стран очень серьезно будет болеть голова, что же делать, потому что вроде как, знаете, на бумаге газ есть, а получить его в отопительный период просто не получится. Параллельно с этим радуют новости нашего российского ВПК, и можно заметить, что даже натовские, собственно, аналитики признают, что каждый год проведение СВО, производство танков основных Т-90 просто очень серьезно возрастает, и сейчас за год выпускают фактически под 300 с чем-то танков. И это, конечно, говорит о том, что темпы сейчас российского ВПК очень и очень прилично. И это фактически выпускают примерно один танк в день. А это все-таки очень серьезная боевая машина. И без танков, несмотря на то, что вроде и аэродронов, очевидно, наступательные действия вести крайне затруднительно. И сейчас эта машина на поле боя крайне пригодится. Также порадовал и вертолетный завод КБ «Миля», потому что представили вот уже Ми-36 вертолет, который призван заменить на российском рынке американские и европейские вертолеты в очень многих сегментах. И это, можно сказать, универсальный такой вертолет будет. И сейчас постепенно его будут уже серьезными партиями заказывать на ближайшие годы. И, конечно же, это не может не радовать, потому что это все-таки очень серьезный шаг вперед. И, конечно, уже очевидно, что западные страны завтра или послезавтра свои санкции снимать не собираются. И сейчас, конечно же, нашей отечественной промышленности нужно удовлетворить весь спрос. Ну и, конечно, сегодня в медийной сфере главным событием являлся визит Уитков, официального представителя Трампа. И этот персонаж прилетел в Москву в очередной раз, и они долго говорили с Владимиром Владимировичем. И, конечно же, судя по всему, президент Российской Федерации объяснял в очередной раз американцу, что на самом-то деле еще, знаете, нужно со времен Ивана Грозного смотреть, как ситуация развивалась, и в динамике, собственно, сейчас мы пришли к этой точке, в которой у Соединенных Штатов есть, знаете, очень небольшой маневр, либо Третья мировая ядерная война, либо все-таки путь деэскалации. И сейчас Трампу нужно просто определиться, по какому пути Соединенные Штаты будут идти. Я не случайно отметил, что данная встреча, она очередная, потому что все-таки Соединенные Штаты Америки с маниакальным желанием все-таки хотят оставить себе максимально наворованное, а конкретно украинские черноземы, украинские недра и, естественно, тот народ, который там остался, его, с учетом того, что сформировали за весь период уже 500 миллиардов долгов, то чтобы часть народа русского, которая живет на Украине, чтобы она просто столетиями была в этой кабале, и таким образом просто эту территорию будут максимально жестко эксплуатировать американские корпорации, ну и, конечно же, Пентагон, который будет на этой территории разворачивать натовскую инфраструктуру и так далее. Это в планах американских корпораций, и это явно не устраивает Российскую Федерацию. Поэтому сейчас очевидно, что именно про это будут говорить, и очевидно, что США пока на уступки все-таки идти не готовы. Как можно заметить, западные страны десятилетиями, или можно даже сказать столетиями, работают против нашей Родины. И казалось бы, отдельная новость в отношении того, что Федеральная служба безопасности ликвидировала массу подпольных и мастерских по производству оружия. Но это, знаете, звенья одной цепи, потому что все эти подпольные мастерские оружия, они работают не просто так для того, чтобы удовлетворить спрос, например, криминалитета, а это конкретно уже те мастерские, которые фактически вооружают различные боевые отряды внутри Российской Федерации для того, чтобы, конечно же, ударить в нужный момент максимально жестко и туда, куда не ждут. И это, конечно же, история говорит о том, что западные страны агрессивно настроены, и настрой у них пока не пропадает. При этом в самих США не утихает скандал в отношении острова Эпштейна, и по этому делу уже решили американские правоохранители допросить семью Клинтонов. Ну и, конечно же, семью Трампов допрашивать никто не будет, потому что все-таки это Соединенные Штаты Америки, кто у руля, тот, собственно, и заказывает правоохранителям оппонентов. Поэтому сейчас, конечно, очень будут серьезные и интересные процессы идти в этом деле. Ну а различные эксперты все-таки уже намекают на то, что Америке просто невыгодно экономически вводить различные пошлины и санкции против России, и как минимум треть нужно срочно отменить. Ну и, собственно, также в СМИ уже вскользь идет информация, что послезавтра или еще через 10 дней или через 20 дней Соединенные Штаты Америки могут и не вводить различные вторичные пошлины, потому что это,
конечно, очень серьезно ударит по интересам самих Соединенных Штатов Америки. Но в американской колонии Украины Зеленского идут процессы, которые четко показывают внешнее управление. Вот, например, сегодня Кабмин утвердил конкретно на должности персонажа на Бюро экономической безопасности, того, которого назначили вот 3 заграничных эксперта. То есть, вы понимаете, на ключевые должности в стране назначают главного, получается, руководителя, 3 персонажа, которых фактически поставили страны большой семерки. И, конечно, сегодня Кабмин с учетом давления западных стран все это дело принял. Но, тем не менее, режим Зеленского это особо не спасает, потому что западные страны продолжают процесс его делегитимизации и конкретно уже даже различные рейтинговые агентства украинские начали обозначать, что рейтинг Зеленского летит в тартарары, и это, конечно, означает, что этим рейтинговым агентствам дали просто отмашку это делать, потому что раньше такой отмашки не было, и они писали полную ахинею. Для понимания, как западные страны сейчас начинают глумиться над режимом Зеленского, можно обратить внимание на новость, которые конкретно тех детективов НАБУ, которых режим Зеленского обвинил в том, что они все там чуть ли не российские шпионы и так далее, этих всех детективов сейчас срочно обозначили, нужно выпустить, и поэтому сейчас режим Зеленского будет их потихоньку выпускать, и, конечно же, на этом процесс не закончится. Ну и, собственно, можно заметить, что полицаи хотели проверить документы для того, чтобы забросить в натовскую ЧВК ВСУ очередного мужчину, но мужчина все-таки решил отстреливаться и застрелил одного полицая. Но, к сожалению, полицейские его также ранили, и этого мужчину задержали. Да, этот мужчина сейчас попадет в СИЗО, его режим Зеленского будет осуждать и так далее. Но я думаю, что очень скоро все люди, которые давали отпор бандам ТЦКшников, полицаев и, естественно, делали все возможное для прихода русской армии, это все фактически будущая элита тех регионов, и очень скоро, я думаю, что они все будут на свободе. На этом, друзья, у меня все. Выводы, конечно, делайте сами, а также не забывайте подписываться ко мне на телеграм-канал. Там всегда больше интересного, нежели в видеоформате. Ссылка на него по традиции в описании под этим видео. До скорого!